Всем привет, друзья! Сейчас самое время научиться готовить ароматные имбирные пряники, чтобы порадовать себя и своих близких чудесным вкусом и наполнить свой дом карамельным ароматом специй. С данным рецептом мы работаем не один год и множество раз его дорабатывали, чтобы добиться идеального результата. А сегодня хотим поделиться с вами нашими знаниями. Для приготовления имбирного теста нам понадобятся следующие ингредиенты: 280 грамм меда, 170 грамм сахара, 210 грамм сливочного масла, 1 чайная ложка соды, 2 яйца, 3 чайные ложки корицы, 2 чайные ложки имбиря, пол чайной ложки гвоздики и пол чайной ложки мускатного ореха, а также понадобится 680 грамм муки. Приступаем к приготовлению теста. В кастрюльку с толстым дном кладем мед и сахар. Включаем большой огонь. Сразу не мешаем, иначе сахар может пойти комками. На количество наших ингредиентов не обращайте внимания, так как мы готовим сразу большую партию теста. В вашем случае такая большая кастрюлька не нужна, но все же она не должна быть маленькой, так как в процессе масса очень сильно увеличивается в объеме. Рецепт, который мы указали, уже уменьшенный. Как только мед начал нагреваться и стал более жидким, а на это уходит несколько минут, нужно хорошенько все помешать. Снимаем налипший сахар с краев и оставляем так до закипания. Как только видим пузыри, еще раз мешаем и уменьшаем нагрев ниже среднего. У нас индукционная плита, и мы ставим на двоечку. Увариваем сироп примерно 5-8 минут и ждем, пока почти весь сахар растворится. Уваривание сиропа обязательно, так как если не дать ему достаточно покипеть, цвет пряников не получится золотистым. Пока уваривается сироп, подготовим специи. Мы очень любим фирму Цикория. По нашему мнению, у них самая вкусная корица из всех, что мы пробовали. Кстати, от производителя специй также может отличаться результат аромата пряников. В одну емкость помещаем все специи. Здесь у нас имбирь, корица, гвоздика и мускатный орех. Корица и имбирь – это основные специи в пряниках, и заменить их другими пряностями нельзя. Также подготавливаем сливочное масло. Оно должно быть качественным, жирностью 82%. И еще на данном этапе нужно отвесить соду в отдельную емкость. Как только видим активное кипение сиропа, начинаем мешать, хорошо проходясь по дну лопаткой. Мы всегда используем силиконовую лопатку, так как ей работать намного удобнее. К моменту закипания сахар почти растворился, и с этого момента даем сиропу еще покипеть около 2 минут, после чего будем вносить соду. Итак, сейчас огонь отключаем и вносим соду. Масса очень сильно начнет увеличиваться в объеме, поэтому кастрюльку обязательно нужно брать побольше, иначе все убежит на плиту. У нас индукционная плита, и после выключения нагрева поверхность становится прохладной. Но если у вас электрическая варочная поверхность, уберите кастрюльку с поверхности, чтобы не было дополнительного нагрева. На данном этапе нужно активно мешать. От воздействия горячей массы и соды тесто приобретает золотистый карамельный оттенок. И чем больше вы будете мешать до добавления масла, тем более темное получится у вас тесто. Долго мешать точно не следует, так как вкус пряников в итоге может получиться немного горьковатым. Вносим все специи, немного мешаем, и можно добавлять сливочное масло. Его можно брать сразу с холодильника, либо комнатной температуры, это не имеет никакого значения. Так как мы делаем большую партию теста, всегда прибегаем к помощи миксера. Вы также можете данный процесс делать ручным миксером прямо в кастрюльке, либо вымешивать с лопаткой. Результат получается одинаковым. Вымешиваем, пока масло полностью не растворится и не соединится с тестом. Сейчас нужно будет добавить яйца, но вносить яйца в горячую массу ни в коем случае нельзя, так как они просто сварятся. Нужно дождаться, пока опустится температура, а только потом вносить яйца. Можете просто оставить кастрюльку на столе на минут 20 и подождать, пока масса перестанет быть горячей. Периодически подходите и помешивайте. Так как мы используем планетарный миксер, мы его вообще не отключаем и перемешиваем тесто на средних оборотах, дожидаясь, пока оно опустит температуру. У нас прошло около 10 минут, и масса опустилась до 42 градусов. Но тут можно работать и на ощупь, главное, чтобы она не была горячей. Начинаем вносить яйца.
и ставим на перемешивание. Если вы уже работали с пряничным тестом и от предыдущего замеса у вас остались кусочки уже много раз раскатанного, затянувшегося теста, их можно не выкидывать, а добавить к свежему замесу на данном этапе. Мы в последнее время именно так и поступаем, так как из много раз раскатанного теста пряники получаются уже некрасивые, мы просто добавляем к новому замесу. Перемешали все в течение пару минут и теперь вносим просеянную муку. Если у вас небольшое количество ингредиентов, можно внести сразу одной партией. У нас мука пока вся не вмещается, поэтому добавляем половину, немного мешаем и после чего внесем оставшееся. Данный этап мы делаем также миксером, но все можно вымешать и вручную. Сейчас хорошо промешиваем, чтобы со дна и со стенок емкости все собралось и вмешалось в тесто. Наш миксер имеет силиконовую лопатку, поэтому все отлично собирается со стенок. Старые модели, которые мы использовали ранее, силиконовой поверхности не имели на насадке, поэтому мы периодически отключали миксер и снимали вручную лопаткой прилипшие ингредиенты со стенок. Если у вас ручной миксер, немного перемешайте им, а потом вымешивайте руками, иначе можете поломать свой миксер. А если вы мешаете прямо вручную на столе, чтобы тесто не прилипало к поверхности стола, используйте скребок. Хорошо все вымешали, и вот такой консистенции должно получиться тесто. Оно будет очень вязким и липким, дополнительно муку вносить не нужно. Пока тесто мягкое и теплое, раскатать его и вырезать из него фигурку будет нереально, поэтому его нужно хорошо охладить. Перекладываем в пакет и раскатываем в пласт прямо в пакете. Так как после охлаждения тесто достаточно твердое и раскатать его потом будет тяжело, поэтому мы его немного раскатываем на данном этапе. Можно, конечно, раскатать и после охлаждения, но если это сделать с мягким тестом, вы намного облегчите себе задачу в будущем. В таком состоянии кладем в холодильник минимум на 2 часа. Мы обычно делаем данный процесс с вечера, а в крупные праздники заготавливаем и за неделю, и так оно хранится в холодильнике до выпечки. Пока наше приготовленное тесто охлаждается, покажем вам, как оно должно выглядеть после охлаждения на другом уже готовом варианте. Сразу оно кажется очень жестким, и чтобы раскатать его в таком состоянии, нужно приложить усилия. Поэтому можно оставить так при комнатной температуре, чтобы оно немного размягчилось. И пока включаем духовку для нагревания до 180 градусов. Тесто размягчилось, припудриваем стол и скалку мукой и начинаем раскатывать небольшой кусок. Удобнее всего использовать вот такую крутящуюся скалку. Раскатать нужно примерно до толщины от 5 до 7 мм. Вырезаем нужную нам фигурку при помощи формы. Если нужной формочки у вас нету, можно распечатать понравившуюся картинку и вырезать по ней ножом. Мы вырезали готовой формой дракончиков и снежинки. Выпекаем мы на силиконовых ковриках. Также можно использовать силиконизированную пергаментную бумагу. Время выпечки будет зависеть от размера фигурки. Вот такую фигурку мы выпекали в течение 10 минут. Маленькие выпекаются от 7 минут. Нужно смотреть на внешний вид пряника и приспособиться к своей духовке. Вот такой получается готовый выпеченный пряник. Он должен хорошо подрумяниться. Если после остывания вы видите по центру как бы неоднородный, более темный цвет, значит ваше изделие не допеклось. После остывания лучше положить пряники в закрытую емкость, чтобы сохранить мягкость. Если у вас в доме низкая влажность, а в холодное время года, как правило, так и бывает, то без укрытия пряник подсохнет и станет как печенюшка. Также при желании можно покрыть поверхность айсингом, рецепт которого уже есть на нашем канале. Ссылку оставим в описании. К
Кстати, вы можете приготовить и большую партию теста, как и мы, и частично его заморозить. В морозилке тесто можно хранить до нескольких месяцев, а размораживать его лучше будет в холодильнике. Видео подошло к концу, мы постарались вам показать подробности приготовления пряничного теста. За наши старания не забудьте поставить нам лайк. Также приглашаем вас на наш профиль Instagram, где мы очень скоро будем делиться новогодней коллекцией имбирных пряников и многими другими процессами в сторис. Так что обязательно заходите туда в гости. А также на нашем YouTube канале вы найдете множество других видео, которые точно будут вам полезны. Подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не потерять нас и не пропустить новые полезные видео. С вами была студия «Кондитерская сестры». До новых встреч в новых роликах.